Лорд Беннет и его жена, Лора, были уважаемой парой в своем небольшом городке. Они всегда гордились тем, что смогли создать теплую и дружную семью. У них была прекрасная дочь по имени Эмили, которая была не только умной и талантливой, но и невероятно жизнерадостной. Эмили всегда приносила радость в их дом своим смехом и позитивным настроением. Однако в 2020 году их жизнь изменилась навсегда. Все началось с того, что Эмили стала жаловаться на высокую температуру и проблемы с дыханием. Лорд Беннет и Лора сначала не придавали этому большого значения, полагая, что это просто простуда или грипп. Они отвели ее к врачу, который после осмотра предположил, что у девочки может быть тонзиллит. Однако, когда симптомы не проходили и состояние Эмили продолжало ухудшаться, они решили обратиться в больницу для более тщательного обследования. После серии анализов и обследований врачи произнесли те страшные слова, которые навсегда изменили их жизни. У Эмили диагностирован острый лимфобластный лейкоз. Лорд Беннет и Лора были в шоке. Они не могли поверить, что их здоровая и активная дочь теперь страдает от такой серьезной болезни. Врачи объяснили, что это заболевание связано с накоплением незрелых клеток в организме, что может привести к образованию опухолей и повреждению органов. С этого момента началась настоящая борьба за жизнь Эмили. Ей назначили химиотерапию, и она прошла через множество процедур, которые были как физически, так и эмоционально изнурительными. Эмили трижды пережила клиническую смерть, и каждый раз ее родители испытывали невыносимую боль и страх. Они не могли смириться с мыслью о том, что могут потерять свою дочь. Лорд Беннет и Лора были полны решимости сделать все возможное для ее выздоровления. Во время лечения Эмили столкнулась с множеством трудностей. У нее начали выпадать волосы, что стало для нее настоящим ударом. Она всегда гордилась своей внешностью и тем, что могла выглядеть как любая другая девочка в ее возрасте. Но, несмотря на это, она проявила невероятную стойкость и мужество. Эмили даже пыталась поддерживать своих родителей, когда они чувствовали себя подавленными. Она говорила им, что все будет хорошо и что она победит эту болезнь. К тому же, в процессе лечения Эмили дважды заразилась COVID-19, что добавило еще больше стресса и беспокойства в их жизнь. Лорд Беннет и Лора были в отчаянии, но они не теряли надежды. Они знали, что должны быть сильными для своей дочери. Врачи продолжали поддерживать их, объясняя, что, несмотря на все трудности, есть шанс на выздоровление. В 2021 году Эмили начала последний курс химиотерапии, и в сердце ее родителей зародилась надежда. Они молились каждый день, надеясь на то, что результаты будут положительными. Наконец, в сентябре 2022 года, после очередного обследования, Эмили прошла тесты и узнала, что у нее нет рака. Это была радостная новость, которую они ждали с нетерпением. Семья покинула паб, где они часто собирались, чтобы отпраздновать эту важную веху в их жизни. Теперь они могли сосредоточиться на уходе за Эмили и восстановлении нормальной жизни. Отец Эмили открыл счет в GoFundMe, чтобы покрыть медицинские расходы, которые накопились за время лечения, и многие друзья и знакомые поддержали их в этом начинании. В честь выздоровления Эмили они устроили чаепитие с тортом, где вся семья собралась вместе, чтобы отпраздновать эту важную победу. На празднике были не только родители, но и близкие друзья, которые поддерживали их на протяжении всего трудного пути. Эмили была в центре внимания, она улыбалась и смеялась, и ее радость была заразительной. Эмили стала символом надежды и силы для многих. Ее история показала, что даже в самые тяжелые моменты можно найти свет и поддержку, если рядом есть любящие люди. Она напоминала всем, что жизнь полна неожиданностей, и важно ценить каждый момент. Семья Беннет знала, что впереди их ждут еще много испытаний, но они были готовы к ним, ведь теперь они были вместе, и это было самое главное. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк,
а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.